Всем привет! Сегодня мы смотрим на смартфон Nexus 5 и планшет Nexus 7 2013 года. Две легенды Google и два бескомпромиссных устройства для своего времени. Наверное, никто не будет с этим спорить. Постараемся ответить на два вопроса. Как они себя чувствуют в 2018 году и стоит ли покупать сейчас или хотя бы достать из шкафа, где они пылятся. Итак, Nexus 5 вышел в 2013 году, телефону 5 лет. Берешь в руку, и никаких негативных эмоций он не вызывает. Это действительно хороший дизайн даже сейчас для 2018 года. Плюс он невероятно легкий, тут неплохой дисплей, пусть он немного тусклый, но он ощущается в руке просто прекрасно. Nexus 5, например, в сравнении Pixel 2 куда меньше, хотя диагональ дисплея одинаковая. Плюс динамик сверху, он всем всегда нравился, и симметрично расположенный диод снизу. С таким большим диодом ты уведомления точно не мог пропустить. В общем, эталонный дизайн для своего времени. Короче, в голову закралась еще раз мысль, что в 2013 году ничего за эти деньги лучше быть не могло, особенно по соотношению цена-качество. И за этот флагман просили всего 18 тысяч рублей. Кстати, конкретно этому Nexus тоже около 5 лет. Буквально на днях здесь был поменен экран и рамка вокруг, а также аккумулятор. Вот так выглядит старый аккумулятор на 2300 мАч. И что самое смешное, он в принципе неплохо держит. С утра и почти до вечера. Автономность так-то нормальная. Что у нас внутри? В Nexus 5 установлен Snapdragon 800 с Adreno 330, 2 гигабайта оперативной памяти и 16 либо 32 встроенной памяти. Аккумулятор, как уже говорил, на 2300 мАч, есть GPS, сим-карты формата микро и входа под карточку памяти нет. Экран 4,95 дюймов, Full HD, соотношение сторон 16:9, IPS, прикрыт стеклом Gorilla Glass 3. Таким же стеклом прикрыт экран Razer Phone. То есть представляете, да, насколько старое это поколение стекол до сих пор используется? В Nexus 7 процессор уже послабее, Snapdragon S4 Pro, также 2 гигабайта оперативки, памяти встроенной также 16 либо 32 гига, есть Wi-Fi версия, либо 3G с GPS. Экран 7-дюймовый, 1920 на 1200 точек, то есть 19 к 10, прикрыт старым стеклом Gorilla Glass и аккумулятор 3950 мАч. Оба гаджета в пластиковых корпусах, оба soft-touch, оба приятные и оба собирали отлично царапины. Одним занимались LG, другим Asus, соответственно, это указано на корпусе. Но самая главная проблема, что буквы Nexus вылетали как на планшете, так и на телефоне. У всех. Это была большая проблема. Кстати, хочу заметить, что в Nexus 5 кнопки разнесены по разные стороны, и это до сих пор удобнее, как мне кажется, чем сделано в Pixel 2 с одной стороны. Плюс здесь нет сканера отпечатка или разблокировки по лицу, не то время было. Ну а теперь самое необычное. В обоих устройствах есть беспроводная зарядка. Им по 5 лет, но все отлично работает. Да, не быстро, но работает. В Pixel 2, например, беспроводной зарядки до сих пор нет. Apple тоже только в том году реализовали это в своих новинках. Камеры. В планшете они есть спереди и сзади на 1,2 и 8 мегапикселей. Камеры посредственные для сегодняшнего времени. А вот с Nexus 5 ситуация поинтереснее. Когда он только вышел, вроде 8-мегапиксельная камера, но снимал отвратительно. И очень медленно, при этом режим HDR+ тогда появился, но вот плохо снимал и все. А спустя 2 месяца Google представили обновление, и Nexus 5 стал реально отличным камерафоном на уровне с iPhone 5s. И знаете, походил, пофотографировал. Ночью снимки, конечно, плохие, но днем можно получить просто отличные результаты. То есть даже сегодня это прекрасная камера, и она не ровня какому-нибудь бюджетному Xiaomi или Meizu, она лучше снимает. Хочу, конечно, заметить, что снимал я на кастомное приложение Google Камера, а не на комплектное, которое идет в Android 6. В общем, снимает хорошо, но есть вот еще фронталка, и про нее так уже не сказать. Фронталка просто есть на 1,3 мегапикселя, ну, снимает так себе. Переходим к самому интересному. Nexus 7 поставлялся с Android 4.3, а Nexus 5 с Android 4.4 KitKat. На мой взгляд, это революционная версия Android, и именно с этой версии зеленый робот стал превосходить по удобству iOS. Закончилась поддержка обоих устройств с выходом Android Marshmallow включительно, но что мы видим? Оба устройства работают на 8.1 и доживут до Android 9, я уверен, и будут себя прекрасно чувствовать. Да, люди делают кастомные прошивки, и мне очень нравится слушать вопли фанатов Apple, которые говорят, что iPhone 5s до сих пор поддерживается. Недавно вот получил iOS 11, но вы видели, как iOS 11 на нем работает? Отвратительно, плюс половины функций там нет. А Android 8.1 на Nexus 5 работает просто отлично. Вообще ничего не тормозит, и есть все фишки системы. И картинка в картинке, разделение экрана, и масштабирование самой системы. Есть все. Pixel Launcher можно поставить, новую версию, старую версию, какую захотите. Но, как по мне, 4 иконки по горизонтальной пятерке смотрятся лучше, чем 5 иконок. А вообще, это маленький пиксель с более слабым железом, с плохой, наверное, автономностью, но его можно использовать как основной телефон. Почему бы и нет? Все отлично работает, и, честно говоря, я вообще не ожидал такого. Ну а что вы хотели? Snapdragon 800 все-таки флагманский процессор. И, как доказало время, старый флагманский процессор лучше, чем новые бюджетные процессоры. Не в рамках 5 лет, конечно, как сейчас, но 3
3-4 года, может быть 2 года, вполне себе. С играми тоже полный порядок. Посмотрите, как себя показывает PlayerUnknown Battlegrounds. Играть можно, практически ничего не тормозит, и это касается всех тяжелых игр. Да, это по-прежнему игровой смартфон, но с одной поправкой. Выставить батарею можно за час или даже меньше. В общем, пятый Nexus очень удивил, а вот с Nexus 7 уже дела обстоят похуже. Работает он медленно, хотя все те же функции восьмерки здесь есть. С другой стороны, если просто смотреть сериалы, то зачем здесь нужна скорость? Вопрос только в том, жив ли аккумулятор и можно ли его дешево поменять, если нет. Следующий момент — звук. По качеству в Nexus 7 он так себе, но по громкости отличен, так что можно смотреть фильмы вообще не напрягаясь. С играми ситуация похуже, чем в пятерке, они тормозят. Например, условные танки или Real Racing 3 будут тормозить. Но вот игры полегче, тот же Machinarium, будет вполне себе отлично играться на этом планшете. Это при том, что Nexus 7 в синтетических тестах набирает чуть больше, чем Nexus 5. Странно. И раз уж мы заговорили про тесты, то нужно узнать результаты. Информация бессмысленная, но вам же интересно. В Antutu Nexus 5 набирает 40 тысяч баллов, у семерки 46 тысяч. В Geekbench 4 у пятерки 1000 почти и 1700 баллов, у семерки 700 и 1800. Какие выводы можно сделать? Nexus 5 живее всех живых, если найти его с нормальным аккумулятором или найти с плохим и заменить, благо аккумулятор стоит около 1000 рублей, так что при покупке БУ никаких проблем возникнуть не должно. Хотя вы смотрите все на свой страх и риск. То есть да, Nexus 5 это до сих пор актуальное устройство и отличный помощник в жизни и в работе, даже в качестве основного телефона, если хочется что-то очень бюджетное. И 5000, а примерно столько сейчас они и стоят, лучше отдать именно за Nexus, чем за какой-нибудь непонятный бюджетник, который никак в жизни не обновится до Android 8.1 и точно будет глючить так или иначе. Единственное, я бы прикупил Powerbank к пятому Nexus, потому что с автономностью здесь действительно не очень. Что касается Nexus 7, если это устройство у вас уже есть, то я бы на новинки не засматривался, потому что смотреть сериалы можно и на нем. Старичок не идеально, но неплохо работает. А вот БУ я бы не рекомендовал покупать, потому что стоит он до сих пор 6-8 тысяч рублей, и он недостоин этих денег. Лучше посмотреть что-то новое. Тем более 6-8 тысяч за БУ устройство, ну такое себе. Если, конечно, вы найдете действительно новый планшет и дешевле, то подумать можно. Вот такие вот мысли про два прекрасных устройства от Google. Удивил ли вас Nexus 5, как и меня, и побудил ли вас этот ролик на покупку данного устройства? Кстати, на прошивке ссылки оставлю. В общем, что думаете и стоит ли он своих денег?